Так, у нас сегодня тема очень насущная. Вот И все рано или и поздно актуальные. да, все рано или поздно сталкиваются с тем, что нужно куда-то дальше свой проект родименький, который вы носили, вынашивали, что-то с ним дальше сделать. И есть, естественно, два варианта. Протестировать можно всегда, запустить его в докере у себя на компьютере через докер как контейнер. Ну, я думаю, что мы эту тему разберем буквально где-то на днях, как это делается. А сегодня мы посмотрим про заливку на сервер AWS. Собственно, что для этого нужно и какие шаги необходимо сделать. Существует множество вариантов, куда можно все это залить. То есть, начиная там AWS, есть Azure, есть Google Cloud и куча-куча сторонних сервисов, которые в этом могут нам всем помочь. Сегодня мы, как вы говорили, рассматриваем на AWS. На самом деле все очень просто и требует от вас всего лишь выполнения нескольких команд. Но самое основное это настройка файлика Docker Compose. Собственно, он является инструкцией для сборки вашего проекта уже в облаке. Что тут важно? Важно прописать части вашего приложения. То есть у нас есть наш сам application, наш сервис. Это наша база данных. И это опциональный Nginx, это сервер. Это аналог балансировщика нагрузки, соответственно, плюс он дает безопасность запроса, шифровки запроса. В принципе, можно и без него это делать. То есть у вас будет только стоять из application и из базы данных MySQL. Что тут важно? Тут важно указать правильно, где находится ваш образ. В данном случае он обращается это докер, он обращается на хаб докера. Мы туда выкатим наш образ приложения и сможем его, и AWS уже само сможет его оттуда достать. Маленький нюанс. На докере вы можете сделать свой образ частным, либо публичным. Естественно, когда вы уже его залили, чтобы его, если там у вас что-то какие-то пароли, то естественно, что его лучше сделать частным. Потому что эти все образы, они в общем доступе, кто угодно может взять и взять ваши там, логины и пароли. Но если вы его сразу сделаете частным до заливки на AWS, AWS также не сможет к нему иметь доступ. Поэтому заливаете, пока он публичный, и потом прячете его в частной репозитории. Вот. Еще один немаловажный момент – это очередность, как он будет собираться. Вот тут такая маленькая у нас есть записка Dependence on. То есть он зависит от MySQL. То есть он не начнет собирать часть application, пока не соберется вот эта часть. У нас тут мы указываем входящие и внешние порты для общения, собственно, с этой частью нашего application. Ну, смотри, тут открыт пароль, но вам это ничего не даст, потому что у вас нет доступа к этой базе данных, поэтому информация как бы открытая использованию. У меня даже такой вопрос тогда возник. Смотри, в Dependence on у нас сейчас указано просто MySQL DB. А чисто технически, если у проекта каким-то образом будет несколько баз данных или он связан еще с каким-то приложением, просто здесь нужно доуказать, правильно? Что да, то есть, будет еще. у тебя это зависит от этого, то есть я вот как бы цепочку выстроить, от чего зависит, что от чего зависит. Что, допустим, вот у нас потом Nginx у нас зависит от апа. То есть пока ап не соберется, это тоже не будет собираться. То есть они могут быть в любой очередности, но если есть приписка dependency, то она будет следить, что зачем. Так как у MySQL нет никакой приписки, он будет, собственно, первым собираться. Тут важно, как во время построения самого приложения, важно, если у вас приложение не микросервисное, то важно эти все модули, чтобы они друг с другом правильно общались, выстроить через общение через файлы по файлу. Так и здесь при построении Docker Compose YAML важно выстроить эту архитектуру. У меня такой вопрос. Все-таки мы указываем переменные сред через файл Docker Compose. Мы не хардкодим его внутрь, код сам. Для доступа к базе данных, да. Потому что мы же во время заливки, он будет эти данные брать. Их можно захардкодить, но у меня не получилось как-то скрыть
То есть, Да, я у- понял. Мы хардкодим токены и всякие пароли. Да, есть специальные платные сервисы, ну, потому что у ОВС они дают на год, там, можешь бесплатными сервисами пользоваться, но у них есть специальный сервис ENV для хранения этих всех секретов. То есть в теории тут ты можешь куда все переменные, на ОВС оплатить эту опцию и там себе указать все нужные там, скрытые переменные, оплачивая и пользуйся. Но так как мы не платим, мы пользуемся бесплатным, поэтому в нашем случае это не важно настолько, и то есть, у нас тут нет ничего секретного в нашей базе данных, тем более к ней получить доступ не так просто извне. Вот, собственно, что дальше? То есть, когда вы настроили этот файл, теперь уже потихоньку идем к самому AWS. Для того, чтобы начать это все делать, нам нужно зайти на AWS. AWS консоль. Зарегистрироваться, естественно. все как полагается. Но также нам надо поставить AWS CLI. То есть AWS клиент, это чтобы он именно у вас был на компьютере, потому что вы будете через него пройти авторизацию. Собственно, вы сюда заходите, просто скачиваете, и у себя тут есть загрузите, запускаете этот установщик, и там больше ничего больше не надо делать. Мой аккаунт. Вы зарегистрируетесь, просто и заходите в свою консоль. Тут нам пока делать ничего не надо. Нам теперь надо, после того, как вы вот этот AWS CLI скачали, себе поставили, вам надо туда зайти. Заходить туда очень просто. Мы просто пишем через командную строку. Сразу вопрос, от имени администратора обязательно запускать или просто он тоже сработает? Это зависит, судя по всему, от настроек у каждого, как доступы организованы на компьютере. Понял. Вот. И нам тут надо вбить команду AWS configure. Вот, он у меня запрашивает access key. Но он у меня уже вбит, так как я заходил сюда. Он мне потом подсказывает, какой мой access key. Где его взять? Для этого вы заходите, опять же, на сервис AWS. Заходите в все сервисы. Есть пункт такой IAM. Переходите. Есть тут раздел Users. Вот. Тут у вас, скорее всего, не будет пока юзеров. Вы делаете юзера. Выбирайте имя его, любое свое, там, какое хотите, пожалуйста. Просто вводим имя. Можем добавить группу. В группу какую-то, если у вас уже какая-то есть группа, если у вас уже эти группы созданы, вы можете из них ему добавить разрешение. Но, допустим, что у вас еще нет ничего, поэтому надо выбрать вручную, добавить разрешение. Что тут надо выбрать? Тут очень много всего. Нам тут надо, вам понадобится лишь одно. Administrator Access. Вы его выбираете и жмем Next. Все, у нас есть юзер, у него разрешение администратора. Мы нажимаем создать юзер. Юзер создался. Мы в него переходим. И теперь нам нужно где-то получить эти вот наши ключи. Собственно, они так называются. Access Key. В разделе Security мы опускаемся и находим Access Keys. И надо их создать. Для чего? Для CLI. То есть мы ранее устанавливали AWS CLI клиента. Мы поэтому для доступа через AWS CLI мы их выбираем. Выбираем Next. Забыли поставить галочку. Описание. Тут какое-то, просто что-то вам. Описание ключа. Вы себе делаете. Generate. Все, вот ваш ключ. И ваш секретный. Он вам предлагает сразу их сохранить. То есть, чтобы не потерять, себе сохраните лучше где-то на компьютере для дальнейшего пользования. Нам это не надо, мы сразу этого юзера, собственно, мы его удалим, потому что он нам не нужен. У нас есть свой. Вот. Теперь, имея эти данные, он у вас будет запрашивать AWS Access Key, вы будете свой Access Key, он вас запрашивает Secret Access Key, вторая часть кода, которая есть у вас. Теперь важный момент. Регион. Когда будете дальше все настраивать, это лучше выберите свой регион, потому что по умолчанию у вас в консоли стоит Global, и потом, когда вы будете заходить в сервисы, вам надо выставить регионы свои. То есть, если Global это общий, понятные названия, выбирайте свой, там, где вы находитесь, там, Европа, пожалуйста, какое угодно.
Это то, тут надо указать, собственно, под каким регионом вы этого делали, этого юзера. У меня это регион NORS-1. И важно файл. У нас мы используем файл YAML, поэтому у меня указан YAML, мы так все оставляем. Все. Если никаких ошибок не выпало, значит вы все ввели правильно, у вас все замечательно, скажем так. Теперь что мы делаем? Теперь, собственно, уже идем в нашу IntelliJ IDE. Перед тем, как заливать, естественно, проверьте свое приложение, что оно запускается. Не забываем через Maven Clean запустить, то есть мы все почистили, запустили все тесты, они у вас отработали без ошибок. И делаем инсталл. Для чего мы делаем инсталл? Для того, чтобы собрался наш jar файл, на который мы будем заливать в Docker и потом отправлять на Docker Hub. Ну, если вы все тестировали, все у вас хорошо, то он у вас соберется без проблем, и вы, собственно, потом даже можете его у себя локально запускать и смотреть, как он работает. Но в нашем случае мы уже все оттестировали, протестировали, оно все работает, поэтому просто подождем, пока он его соберет. Параллельно, допустим, нам понадобится также Docker. Я надеюсь, что он уже у всех установлен. Вопросов не должно с ним возникнуть. Если вы уже дошли до этапа заливки, то, скорее всего, у вас Docker будет уже установлен, я надеюсь. Так, джарник наш собрался. Теперь что нам надо сделать уже в самом терминале в идее? Мы сделали джарник, создали, теперь нам нужно создать образ. Docker build -t. Так я буду сразу заливать его потом на хаб. Мое базовое имя свое, как мое на Docker Hub через слэш, он его сразу внесет в мой репозиторий. Вот, и точка в конце обязательно атрибут. Docker build -t и имя. И точка в конце это то, что вам нужно сделать. Вот он пошел создаваться. Все, создался. Что дальше? Дальше надо его запушить, собственно, в Docker Hub. Команда docker push, имя которое вы ввели, индекс latest может быть, может не быть, обычно, скажем так, его так указывают все-таки. Все, мы его отправляем на Docker Hub. Так, теперь, как помните, раньше мы залогинили сюда под AWS. Теперь нам надо объяснить параметр, что мы дальнейшие команды, чтобы она выполняла под AWS. Для этого надо ввести одну маленькую, но очень важную команду. Это docker context. Docker context create обязательно ECS, потому что это, собственно, Elastic Container Service на AWS, и придумать какое-то имя. Просто имя любое, но чтобы вы его могли потом как-то запомнить и правильно ввести, там, не знаю, там, my context, как угодно. Все, нажимаете это, он создается. Но эта команда очень важная. Потом вам его нужно использовать. То есть вы его создали, вам надо к нему перейти. То есть мой контекст ECS называется docker-t, такое у меня название интересное. Все, я теперь хочу его использовать. Все, current context is docker-t. Все, собственно, нам осталось ввести только команду docker compose up, которая поймет, что нам надо взять этот наш docker compose файл и согласно этим инструкциям его отправить заливаться. Процесс не быстрый, и мы, скорее всего, с вами не будем, потому что это может занять около 20 минут, только сам процесс. Что тут важно? Важно следить, чтобы все время был create, потому что если у вас какие-то ошибки были в переменных, где-то вы переменные прятали там через сервис env и тому подобное, тут может резко появиться слово delete. Такой вопрос. Смотри, Docker Compose App мы делаем, в принципе, это для локального развертывания в локальном докере. А здесь, получается, он эту команду как бы разворачивает мы для этого туда его создали как контекст ECS. И... то есть, когда ты делаешь Docker Compose App, он разворачивает в этот контекст. Получается. Да, потому что у тебя есть обычный дефолтный контекст, и вот смотри, получается сборка важная, то есть если вы при этом что-то заливали, и вы ввели Docker как контекст use, там, ваше новое там, название как контекст там, для ECS, если вы под этим контекстом пытаетесь сделать образ,
ну, когда там сделать команду build или push, не получится. Он напишет, что эти команды не поддерживаются в этом контексте, поэтому важно переключиться на дефолтный. Он так называется. Docker контекст default. То есть вы пишете docker контекст use default. Вот под этим вы делаете вы делаете build, делаете push в Docker Hub, а перед тем, как уже отправить его на AWS, вам задача сказать, что docker контекст use это ваш my контекст, и уже из этого контекста вы пишете docker compose up. Так у нас ссылок пока, слава богу, нет, все это create. Можно прийти посмотреть, что вообще происходит у вас там внутри. Для этого мы заходим в свой AWS, заходим в раздел CloudFormation. Тут есть стек, ну, сразу открывается, собственно, кнопочка стек, и вот наш медицинский сервис, как мы его называли, создание в процессе. Но здесь у вас не получится следить, допустим, если какая-то ошибка пойдет, тут вы никак не видите, где она ошиблась. И никаких тут, потому что тут нет логов именно по каждому элементу вашего приложения. Для этого надо зайти в раздел ресурсы, и есть раздел кластер. Мы переходим в этот кластер. И вот уже в кластере мы видим, так, в нашем сервисе у нас пока заливается MySQL. Мы можем посмотреть на процесс этой заливки. То есть, видите, у нас пока этот сервис, тут у нас по итогу у нас будет 3 сервиса. MySQL, App и Nginx. Так, кстати, пока нагрузится, MySQL без ошибок, где взять вот это Nginx? Я вам забыл про это сказать, потому что в файлике docker compose вот наш Nginx. Вот этот вот адрес, его тоже надо где-то взять. Для этого нужно просто открыть опять же Google и ввести в строку поиска просто AWS Nginx Registry. Вы сюда заходите, первая ссылочка это ваша. Вот, и вы тут выбираете образ. То есть это уже как бы готовые образы для использования. Выбираете, вот допустим, вот это, все, нажали копи, он у вас адрес копировался, вы у себя используете его вот тут в образе, вы его тут используете. Так, теперь по поводу отслеживания самой заливки. Мы заходим в сам сервис, есть у нас тут раздел логи. Смотрим, что у нас 16 до 29, последний лог. Бывает, что нет логов. Посмотрите, правильно ли у вас указан временной диапазон. Бывает всякое. Почему-то он не обновляется, когда ты заходишь автоматически всегда. И тут, как говорил ранее, SQL будет заливаться без проблем, потому что это уже тоже, собственно, заливка из образа, который уже создан. У них как бы он просто образ активируется. Вот, поэтому тут обычно все идет без проблем, но чисто посмотреть, что там зачем происходит, как бы всегда можно. Для чего нужно это? Потому что если вы, допустим, у себя в идее вдруг у вас вы выделили delete, то у вас есть не так много времени, чтобы пойти в сервис, который сейчас заливается. Тут он показывает, какой сейчас сервис заливается. Вот просто бежит там 205 секунд. Ну, что там MySQL заливается. Вы знаете, какой-то сервис заливается. Бегом к себе в сервисы. Нашли этот сервис, отправили из него и в логи. И увидели, где была ошибка. Потому что не увидите, оно удалится автоматически, потому что сам процесс деплоя настроен так, что если он спотыкается об ошибку, запускается автоудаление. Сам процесс заливки может занимать минут 20, и удаление занимает не меньше времени. Поэтому одна неудачная заливка у вас может час времени вашего занять. Поэтому лучше, чтобы еще раз час времени не терять, лучше регулярно смотреть за логами. Ну вот. И, собственно, сейчас MySQL закончит заливаться, потом будет заливаться наш app сервис, и потом Nginx следом за ним. Но ошибок пока нет. Сейчас, вот уже пошел app сервис. Мы можем теперь... Оба, что ошибка? Нет, показалось, слава богу. Это я уже занервничал. Вот. Начал собираться, видите, все у нас completed, MySQL. Все с ним хорошо. И начал заливаться app сервис.
тут, собственно, логи выглядят точно так же, как выглядят во время сборки у вас в идее. Все те же команды, у нас все будет так же. Но сейчас он пока еще только начал собираться, поэтому логов пока нет. Ну, сейчас появится буквально пару минут. Ну, собственно, после успешной заливки должно заработать ваше приложение. Если бы там вы его заливали, ну, у вас есть веб-интерфейс, вы сможете им пользоваться, либо, как в нашем случае, это Telegram-бот. Отклику в Телеграме мы поймем, что у нас все заработало. Если не заработало, ранее вот, ищите все в логах. Вот, у нас пошел старт, и сейчас будет, собственно, вы увидите все те же команды, у нас будет заливаться Liquidbase, все это будет проходить. И это в первый раз, как говорят, что лучше смотрите за тем, что происходит, чтобы понять, где чинить. Вот, собственно, как я и говорил, все оказывается очень-очень просто, ничего сложного нет. Можно проверить, возможно, уже. Возможно, Ну, уже с точки зрения заливки, в принципе, по идее, все, да. Да, да. Ну, А еще, получается, проект уже может, заработал. да, может начать работать раньше, чем Да, выгрузится. да. Он уже заработал. Вот поэтому все Спасибо. очень... Спасибо за объяснение, очень все понятно было на самом деле. Да. Очень хорошо Ну, объяснено, лучше, чем многие видео на ютубе по этой теме. Ну, Круто. вот тут ничего сложного, да. Манасим, говорим всем спасибо. Да, спасибо.